Купили мы с женой дом. Достался он нам по достаточно низкой цене. Это я сейчас уже понимаю, что это странно, но тогда просто радовался покупке и такому низкому ценнику. Семья у нас молодая, детей еще нет, но планируется. В общем, переехали мы с женой в новый дом, сделали кое-какой ремонт, все было хорошо. Однако вскоре начались странности. Все происшедшее ниже приведено в хронологическом порядке. Ночь. Спим с женой в спальне. Вдруг просыпаемся от какого-то грохота, будто что-то упало. Но мы подскочили на кровати, сидим, прислушиваемся. Больше никакого шума не было, но жена меня все равно выперла из-под одеяла, мол, сходи, посмотри. Я нехотя встал и обошел весь дом. Все было спокойно. Нигде никаких следов чего-то упавшего не нашел. Пошел обратно в спальню, спать. Через некоторое время грохот повторился, и я его уже слышал достаточно отчетливо, и на этот раз представлял, откуда он доносится. Я встал и пошел в соседнюю комнату. Захожу, а там все хорошо, никаких предметов на полу, которые могли бы создать такой грохот. Я разозлился. Что за чертовщина? Развернулся и собирался уже идти спать, но почувствовал такой как бы сквозняк на ногах. Я решил, что, видимо, жена открывала форточку для проветривания и не закрыла. Подхожу я к окну, раздвигаю шторы, и от увиденного за окном чуть не до потолка подпрыгиваю и начинаю орать на весь дом. С улицы на меня смотрела большими белыми глазами противная старуха. Она была настолько страшная, что казалось, будто она пару недель назад только умерла. Тем временем моя жена в спальне тоже начала кричать, видимо от страха, и звать меня. Не помню даже, как я добрался до спальни. Жена в истерике, рыдает, бормочет, что хочет поскорее отсюда уехать. И я тоже на иголках. Короче, через минут 20 я отошел от увиденного, собрался с силами и решил пойти на улицу, проверить, что за херня вообще происходит. Захватил с собой молоток и вышел за дверь. Все обошел кругом, ничего, даже следов нет. Кого ж тогда я видел за окном? Вернулся я в дом. Жену кое-как успокоил, но той ночью мы так и не уснули. На следующий день мы немножко покимарили, чтоб себя в порядок привести. Что-то там поделали, и вот опять ночь. Мы с женой на взводе, спать не хочется. Сидим, смотрим телевизор, все хорошо. Тут внезапно во всем доме пропадает электричество. Но я пошел в прихожую проверить пробки. С ними все оказалось хорошо. Возвращаюсь обратно. Решил пойти на кухню за свечами и фонариком. По дороге заглянул в комнату. Жена сидела на диване. Я ей сказал, что с пробками все хорошо, что сейчас принесу свечи. Прихожу на кухню, а там стоит жена и в комоде копается. Я чуть в обморок не упал. В итоге взял я фонарик, жена свечи, идем обратно в гостиную. Я иду и молюсь, чтобы там никого не было. Жене ничего не рассказал, потому что, если она увидит что-нибудь такое, то может и умереть. Я сам не знал тогда, как еще в обморок не упал. Благо, в гостиной никого не оказалось. Только мы расставили и зажгли свечи, как загорелся свет. Мы обматерили наше правительство, убрали свечи и решили идти спать. А мне не до сна, ведь я же что-то видел. Я в тот момент как раз начал понимать, почему нам этот дом так дешево достался. Бывшие хозяева знали все, что тут происходит, но нам не сказали. Я не помню, как провалился той ночью в сон. Проснулся я от того, что в комнате было холодно. Жена лежала ко мне спиной. Я укрыл ее еще одним одеялом, а сам пошел на кухню покурить. И вот стою я с сигаретой, как ко мне в кухню заходит жена и спрашивает, зачем я ее отнес спать в гостиную, на диван, когда она засыпала рядом со мной в спальне. Я ей ответил, что не понимаю, что она вообще за бред несет, и что я ее 5 минут назад сам одеялом в спальне укрывал. В общем, мы сильно удивились и решили пойти в спальню проверить, кого же я там укрывал. Подошли к дверям, и я тихонько приоткрыл. О боже, что я там увидел? На нашей кровати лежала та самая противная старуха.
Мы с женой, как ненормальные, ломанулись в гостиную, и я позвонил в полицию, но там меня вообще обложили и пригрозили штрафом, если я еще буду так над ними издеваться. Тогда я позвонил нескольким своим друзьям и объяснил ситуацию. Они приехали, и мы все вместе обошли дом. Ничего подозрительного не заметили. Жена мне сказала, что ни за что тут не останется, и уехала жить к маме до тех пор, пока я не разберусь со всей этой чертовщиной. В доме я остался один. Первым делом я решил дозвониться до бывших владельцев дома. Так и сделал. Они мне сказали, что ничего не знают, но в их голосе чувствовалась тревога, и я понял, что они врут. Как выяснилось впоследствии, они тоже были жертвами в этом доме, как и мы, но ничего не поделать не смогли и продали по дешевке нам этот дом. У дома явно было не очень хорошее прошлое. На следующий день я вызвал священника. Тот, едва ступив за порог дома, сразу сказал, что он очень нехороший, и посоветовал нам отсюда съезжать. Я ему, в свою очередь, посоветовал молча делать свою работу и советы не раздавать. Он осветил дом и уехал. Честно говоря, мне очень не хотелось тестировать его работу той ночью, но ничего не поделаешь, надо было все основательно проверить. Было жутко страшно, и я прикупил себе алкоголя для храбрости. Вечером я сидел возле телевизора, пил пиво и незаметно для себя самого уснул. Проснулся ночью от того, что дико хотелось в туалет. Я пошел в туалет. Стою, значит, делаю свои дела. И тут слышу стук в дверь, входную. Не туалета, а дома. Я подумал, что жена приехала. Хрен его знает, почему я даже не подумал о том, что ночь на дворе. Видимо, из-за выпитого пива. Короче, подхожу к двери. Взглянул в глазок. Точно, жена стоит. Но я ее впустил. А она такая сразу: я спать пойду, и ушла. Проснулся я только утром от телефонного звонка. Звонила жена. Я ее первым делом спросил, где она. Ответ был: у мамы. Я чуть не посидел. Пулей бросился вон из дома. Дверь чуть с петель не снес. Выбегаю на лужайку, оглядываюсь на дом. А там эта страшная старуха стоит и из окна спальни на меня смотрит. Потом я сделал вывод, что после освещения я сам же ее в дом обратно и запустил. Так я стал свидетелем необъяснимого явления. Вскоре мы продали дом, примерно за такую же цену, за какую и купили. Позже я узнал из газет, что дом этот сгорел, и в огне погибла вся семья. Их тела обнаружили в кладовке, и я догадываюсь, от кого они там прятались. В Южной Корее считается очень важным хорошо учиться в школе. Родители вкладывают немало усилий в своих детей, чтобы они хорошо учились и получали хорошие отметки. Детям часто нанимают репетиторов, а некоторые ученики по вечерам остаются в школе, чтобы позаниматься дополнительно. Для Кореи это является настоящей проблемой, так как многие ученики, оставаясь в школе позаниматься, засыпают и остаются в школе до утра. В некоторых районах Кореи ученикам запретили даже оставаться в школе после 10 вечера. Однажды ночью корейская девочка по имени Сан Хи осталась в школе. Было довольно поздно, и она занималась в библиотеке еще с несколькими учениками своего класса. Свет в библиотеке горел, но остальная школа не освещалась. Через какое-то время Сан Хи захотелось в туалет. Сказав своим друзьям, что она вернется через минуту, она направилась по темным коридорам школы в туалет. В библиотеке через несколько минут другие мальчики и девочки услышали слабый стук. Стук исходил от окна. Присмотревшись, они увидели, что у окна стоит бледная, изможденная женщина. Лицом она прижалась к стеклу, и глаза ее были плотно закрыты. Одним длинным, согнутым пальцем она стучала в окно. Дети стали думать, что могла делать женщина у школы в такое время суток.
Через мгновение женщина открыла глаза, и школьники в ужасе ахнули. У нее не было глаз. На месте глаз были только темные, глубокие дыры. Женщина подняла кулак и опустила его на оконное стекло. Окно разбилось. Вдруг свет во всей школе погас. В школьном туалете Сан-Хи мыла руки, когда внезапно погрузилась в полную темноту. Наступила тишина. Она не расслышала крики ужаса, издававшиеся из библиотеки. Она не могла знать, что всего в нескольких метрах от нее разразилась настоящая резня. Она продолжала мыть руки в блаженном неведении, что происходит в библиотеке. Крики в библиотеке также внезапно смолкли, как и начались. Сан-Хи вышла из туалета и не спеша направилась обратно в библиотеку. Войдя в библиотеку, она замерла. Вся библиотека была усыпана трупами школьников. Некоторые трупы валялись на полу, некоторые были закинуты на парты или шкафы. Сан-Хи затряслась от страха. Она едва не сошла с ума, пытаясь понять, что здесь произошло. Это была настоящая бойня. И тут она услышала шаги, разносящиеся эхом по коридору. Сан-Хи была умной девочкой, и быстро сообразив, она упала на пол, притворившись мертвой. Она услышала, как кто-то тихо вошел в библиотеку. Сан-Хи держала глаза закрытыми, чтобы не выдать, что она жива. Она услышала шорох, словно что-то передвигалось по комнате. Опасаясь худшего, Сан-Хи старалась не шевелиться. Она услышала, как чей-то голос прошептал: «Раз, два, раз, два, раз, два». Любопытство взяло верх, и Сан-Хи осторожно открыла глаза и очень быстро взглянула, кто это был. В центре комнаты стояла бледная, призрачная женщина, одетая в белое. Борясь с желанием закричать, Сан-Хи снова закрыла глаза. Она слышала, как призрак ползал по комнате, переходя от тела к телу и бормоча: «Раз, два, раз, два, раз, два». Девушка держала глаза плотно закрытыми. Она надеялась и молилась, чтобы призрак ушел. Раз, два, раз, два, раз, два. Призрачная женщина переползала от одного тела к другому и была все ближе и ближе к Сан-Хи. Раз, два, раз, два, раз, два. Прислушиваясь к холодному голосу призрака, Сан-Хи старалась не шевелиться, чтобы не привлечь к себе внимание. Раз, два, раз, два, раз, два. Призрак подходил все ближе. Сан-Хи не смела пошевелиться. Раз, два, раз, два, раз, два. Призрак был почти рядом с ней. Девочка старалась не дышать. Вдруг подсчет остановился. Сан-Хи лежала бездвижно. Она напряженно вслушивалась, что происходит вокруг, и боялась пошевелиться. Не было ни звука. В библиотеке было подозрительно тихо. Через несколько минут полной тишины Сан-Хи подумала, что призрак ушел. Сан-Хи медленно открыла глаза. Призрак навис прямо над ней и смотрел ей прямо в глаза. Один бледный, костлявый палец был направлен прямо в испуганное лицо Сан-Хи. «Раз, два», — сказал призрак, выкалывая ее глаза.
Ты гонишь по проселочной дороге поздно вечером в густом тумане. Ты гонишь, потому что устал и хочешь побыстрее оказаться дома. Обычно ты никогда даже не ездил этой дорогой, но коллега посоветовал тебе ее, потому что так можно сократить путь. Ты работаешь юристом в фирме, которая занимается производственными травмами, непредумышленными убийствами, дорожно-транспортными происшествиями и тому подобным. Несмотря на включенные фары, видимость постепенно ухудшается, так как туман становится все более густым. Ты уже подумал о том, чтобы снизить скорость, как вдруг раздается телефонный звонок, прервав твои мысли. Человек на другом конце провода что-то невнятно объясняет тебе, что попал в автомобильную аварию. Ты постоянно получаешь подобные звонки. Мужчина в панике, как и все твои клиенты, и ты ждешь, когда он наговорится, чтобы спросить его, кто он. Голос вдруг останавливается, но ты чувствуешь, что что-то не так, и поэтому ничего не говоришь. Через несколько секунд он шепчет, очевидно, испуганным голосом: «Кто это?» Ты собираешься ответить, как вдруг из тумана появляется тело, приближается и ударяется об твой автомобиль. Ты жмешь на тормоза, но тело отлетает от автомобиля и исчезает в тумане. Ты только что сбил кого-то. Это очень плохо. Ты гнал через туман с плохой видимостью и разговаривал по телефону. Твоя фирма как раз занимается подобными происшествиями. Ты начинаешь ломать голову, думая о том, какие оправдания можно предъявить суду, как вдруг тебе в голову неожиданно приходит мысль: ты только что, возможно, убил кого-то. Ты выскакиваешь из машины и сбрасываешь того, с кем говорил. Кто бы это ни был, отчаянно пытаясь набрать номер старшего юриста вашей фирмы. Ты в панике и просто бежишь вперед, чтобы увидеть тело, которое сбил. Может, человек еще жив. На другом конце провода поднимают трубку, и ты кричишь: «Боже мой, я только что сбил кого-то! Я, должно быть, убил его! Стоит туман и темно! Я просто не видел его! Что мне делать? Я не могу найти тело в тумане! Что мне делать?» Бормочешь ты несколько секунд, продолжая искать тело. Вдруг ты останавливаешься, потому что пронизывает чувство дежавю. Слова, которые ты говоришь: паника, отчаяние. Все это ты слышал перед тем, как сбить человека. Это тот самый звонок, который ты получил, когда ехал по дороге в тумане. Ты шепчешь в телефон: «Кто это?» На другом конце провода ты слышишь резкий возглас и звук визжащих шин. Несколько секунд тихо. Потом открывается дверь автомобиля, и телефон умирает. Где же тело? Ты должен найти его, сейчас же. Ты оборачиваешься и смотришь, как далеко отошел от машины. Ты видишь горящие фары, примерно в метрах 50, и они приближаются.